Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта в FontLab. В этом уроке мы поговорим об особых видах узлов, которые доступны нам только в FontLab. Это узлы Genius, Xservant и YServant, которые позволяют нам сохранить баланс кривизны в автоматическом режиме, чтобы нам просто вручную не приходилось каждый раз двигать хендлы и как-то их видоизменять, чтобы контур был все такой же гладкий, без каких-то сильных изломов и так далее. В дополнение к этому стоит отметить, что есть еще несколько типов узлов, которые доступны нам только в FontLab. Это особые виды узлов, которые помогают нам сохранить плавность кривых. Откроем букву O и посмотрим на вот эти узлы. Это обычные гладкие узлы, зеленые и синие, если это стартовые. Если мы выберем один из таких узлов, то мы можем переключить его в Genius узел, то есть в умный гениальный узел. Его принципиальное отличие в том, что если, допустим, здесь мы можем двигать как угодно вот эти усы или так называемые хендлы, то его положение остается неизменным. То есть если мы сделали вот так, нам нужно его немножко сдвинуть, чтобы плавность, которую мы сейчас увидим, сохранилась, потому что здесь у нас вот такой надлом произошел. В общем, как мы можем это исправить? Мы можем переключить этот узел в гениальный. Выбираем его правой кнопкой мыши. Немножко нужно со смещением это сделать, потому что иногда в это меню попадает направляющий, поэтому мы видим то, что видели до этого. То есть вот это у нас отвечает за направляющие. В общем, чуть-чуть на удаление кликаем, выделив его, и теперь мы можем переключить его в режим Genius. Кликаю, и он у меня сам переместился туда, куда нужно. Принципиальное отличие от такого типа узла в том, что узел сам смещается куда ему нужно, чтобы сохранить непрерывность G2 кривой. Здесь мы сейчас приближим, мы увидим, что она, вот видите, гладкая. Но при этом, если мы изменяем положение вот этих усов, он, видите, сам подстраивается. Выше, ниже он двигается. То есть мы можем двигать только усы, а сам узел при этом у нас двигается куда нужно. В этом принципиальное его отличие. Как он выглядит? Выглядит он точно так же, как и обычный гладкий узел, и назначить его можно только на гладкий узел. Но визуально мы по нему можем обратить внимание, если, допустим, я даже вот два рядом поставлю, вы увидите, что здесь это обычный зеленый круг, а вот здесь это зеленый круг такой серой обводки. Вот эта серая обводка нам и говорит о том, что это гладкий узел. Включить его можно, как я вам говорил, через правую кнопку, и доступен он только для гладкого такого узла, то есть Genius. Или же мы можем сделать вот что. Допустим, я вот так сместил, я не хочу включать и делать его гениальным. То есть мне нужно, чтобы он просто переместился в наиболее оптимальное положение между двумя хендлами. Самый простой вариант — это при выбранном виде гладкого узла нажать на вот такой, скажем так, такую иконку, сделать плавность G2. Нажимая на нее, и он у меня сместился. То есть теперь мне даже не нужно ничего особо с ним делать. Я вот так сместил, снова выделяю его, и снова я его выровнял. Если я все-таки хочу включить его, и мне неудобно, или я вот сейчас не могу попасть, мне все время лезет сюда в настройки направляющие. Я могу просто выделить любой из этих узлов, даже могу несколько выбрать, и точно так же вот не попадаю. Могу просто зажать Alt и нажать на вот эту клавишу. И все, он у меня переключился. Если снова нажму, ничего, он просто включается. Поэтому я могу вот так выделить сразу все, что мне нужно. И зажатым альтом нажать. Видите, у меня этот тоже сместился, потому что здесь у меня не совсем ровная кривая. То есть в обычной жизни я очень часто ими пользуюсь, потому что мне не нужно думать о том, как там эта плавность между собой протекает. Поэтому Genius узел — это безумно удобная штука, очень часто ей пользуюсь и в принципе вам советую. Еще особенность такого умного узла в том, что он перемещается, если мы двигаем другие узлы. Как это происходит? Я снова делаю его гениальным, и теперь, если я выберу вот этот узел и начну двигать другой соседний узел, а не сам хендл, он у нас тоже немножко видоизменяется. Поэтому по-всячески он себя ведет в зависимости от того, как мы взаимодействуем либо с его хендлами, либо с соседними хендлами. При этом, если мы начнем двигать вот этот узел не вверх-вниз, который изменяет напряжение самой кривой, а просто в сторону.
наш гениальный узел почти никуда не двигается, и его хендлы тоже никуда не двигаются. То есть он не совсем прям уж так вот настолько универсален. Эту проблему решает другой тип дополнительных узлов. Это X-Servant, либо Y-Servant, в зависимости от направления. Ну, допустим, я выбираю вот этот узел, даже вот так сделаем, мы вернем обратно, чтобы видеть разницу. Вот это у нас гениальный узел, а вот этот я включу X-Servant. Теперь он изменяется вместе с хендлами в зависимости от, скажем так, передвижения по горизонтали. Я выбираю вот эти два узла, зажимаю Shift, никаких C не зажимаю, ничего не зажимаю, поэтому просто Shift и начинаю двигать в сторону. И теперь мы видим, если даже с контролом сдвину, теперь вот этот узел, который призван сохранить плавность, он в принципе ее сохраняет, но он зависит от того, где находится наш хендл. Поэтому он не сдвинулся, и наша, скажем так, фигура деформировалась очень сильно. В отличие от вот этого хендла, точнее вот этого узла, который начал сдвигаться, и при этом хендлы тоже подстраивались. Поэтому гениальные узлы, они не настолько функциональны, как может показаться. Но эту проблему очень легко решить. Если я сейчас верну все как было, где-то так это было, и зажму привычные нам C-Shift, то есть включу режим Power Nudge, то теперь, как видите, они все у меня одинаково работают. И на самом деле даже не обязательно включать сам режим гениального узла. Вот я вот включаю, точно так же жму C, и у меня все смещается. Только комбинация вот таких вот вариантов, она на самом деле удобна, потому что в зависимости от того, что нам нужно, можно сделать более так вот удобно. Вот, допустим, еще я сделаю два вот таких вот, и вот здесь тоже добавлю дополнительных узлов. Он мне показывает, что эти узлы здесь не нужны, поэтому я просто проигнорирую это. И теперь, если я включу, допустим, вот этим узлам Servant по X, а здесь по Y, посмотрим, как они себя поведут. Как это можно отличить? Палочка вертикально — это X-Servant, горизонтально — это Y-Servant. Теперь я снова беру вот эти два узла, не зажимаю C, просто в сторону это дело двигаю. Мы видим, что по направлению горизонтали у нас узлы сохраняют свое положение, а вот по направлению вертикали, так как у нас вот эти выбранные Y-Servant, они никак не изменяются. Но если я теперь начну двигать вниз, то мы видим обратную ситуацию. Те, которые у нас горизонтальные, сервисные узлы, они никак не видоизменяются, а вертикальные, они видоизменяются в зависимости от положения соседних узлов. То есть, опять же, комбинируя гениальные узлы X-Servant и Y-Servant, мы можем по-разному варьировать положение всех узлов. То есть, где-то это вот так работает, где-то это работает вот так. То есть, видите, что он только по вертикали у нас смещается, а вот этот, в зависимости от узла, смещается только по горизонтали. Вертикально он, ну тут немножко все поломалось, но основную идею вы поняли. Вот, то есть немножко покопайтесь, поковыряйтесь в этом всем, и на самом деле они вам очень-очень сильно помогут. И при этом еще мы можем сделать вот так. Я, допустим, беру вот этот, делаю его X-Servant и туда же добавляю Y-Servant. Теперь у нас он двигается по всем 4 направлениям. Это уже полноценный аналог вот этого гениального узла. То есть я беру, и видите, он у меня вполне себе очень хорошо работает. И даже можем сделать вот так. Сравним, как себя ведут. Вот здесь я выключу, а здесь включу гениального. То есть здесь у меня гениальный узел, а здесь у меня X, Y Servant. Беру вот эти две точки, начинаю их двигать. И смотрите, какое поведение. X, Y Servant, они сохраняют плавность, двигаются и хендлы, и узлы. А вот гениальный, он ведет себя иначе. Хендлы остаются неизменными, но между ними узел двигается. То есть, если мы посмотрим вот в левую нижнюю часть, то есть, опять же, комбинируя по-разному, можем получить разные результаты. Очень-очень интересная штука, поэтому обязательно ей пользуйтесь.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.